Друзья, всем привет! С вами Айман Ескараева, юрист в Дубае. Вы на моем YouTube-канале. И в этом видео я хотела бы затронуть тему расторжения трудового договора. Статьей 42 Закона о труде Объединенных Арабских Эмиратов предусмотрены основания, по которым стороны могут разойтись и прекратить свои трудовые отношения. Вообще работник и работодатель могут прекратить свои трудовые отношения, когда они об этом письменно согласовали. То есть здесь предусмотрен порядок уведомления предварительного, но если стороны сами согласовали и никаких возражений нет ни у одной из сторон, они это письменно закрепляют соглашение и расторгают трудовые отношения. Следующим основанием, друзья, является истечение срока трудового контракта. Трудовой контракт заключается на 3 года, и если по общим основаниям, мы сейчас не говорим о тех, кто сдельно или временно работает, а именно те, кто на общих основаниях заключил контракт на 3 года, имеют возможность расторгнуть трудовой контракт, каждая из сторон при этом, если предварительно уведомляет о том, что срок трудового договора не будет пролонгироваться, то есть продлеваться по умолчанию. В этом случае через 3 года стороны расторгают, и таким образом просто истекает срок трудового контракта. Стороны могут также расторгнуть правоотношения трудовые, если они предварительно уведомляют согласно трудовому законодательству. У меня есть видео на эту тему также. И если они прекращают отношения согласно предопределенному в контракте сроку уведомления. Еще одним основанием является как смерть работодателя, если мы говорим о работодателе как о физическом лице, о конкретной персоне. Смерть или полная или постоянная нетрудоспособность работника, которая подтверждается соответствующими справками и документами, также является основанием прекращения трудовых отношений. Если работник осужден на срок не менее 3 месяцев, также по законодательству работодатель имеет право прекратить трудовые отношения с таким работником. Постоянное закрытие предприятия, друзья, и его приостановка деятельности также является основанием для прекращения трудовых отношений. Здесь же можно указать основания, такие как неплатежеспособность, банкротство конкретного предприятия, либо приостановка его деятельности, которые делают невозможным продолжение трудовых отношений. Если работник не может продлить трудовые отношения объективно по причинам, не связанным с работодателем, то также трудовые отношения могут быть прекращены. Друзья, это был исчерпывающий перечень оснований, по которым стороны могут прекратить трудовые отношения. Необходимо разделять понятие прекращения трудового договора и расторжения трудового договора. Как правило, прекращение, оно не связано с какими-либо действиями или бездействием со стороны работника или работодателя конкретно, а это связано с какими-либо объективными причинами, которые делают невозможным продолжение трудовых отношений. Тогда как мы говорим о расторжении, это всегда инициатива либо работника, либо работодателя, которые, соблюдая условия трудового договора, решили прекратить отношения. Это были положения статьи 42 Трудового закона, друзья. Если вам интересно, вы также можете ознакомиться с этим законом на английском, на русском языках. У меня есть информация в телеграм-канале, где я веду постоянную рассылку по всем актуальным изменениям в законодательстве Объединенных Арабских Эмиратов на английском, на русском языках. Также в инстаграме я более активно освещаю нюансы законодательства Объединенных Арабских Эмиратов. Подписывайтесь на меня в социальных сетях. С вами была Айман Ескараева. Спасибо за внимание.